Юрий Анатольевич, исходя из того, что мы видим на фронте, ну, смотрите, как все хорошо. Контроперация в Купянске. Зеленский сразу мчится туда, фотографируется на фоне Стеллы. Много критики в интернете по этому поводу. Причем, смотрите, я заметил, вот так, ну, я, конечно, не одинок, но в основном это очень непопулярная точка зрения. И смотрите, ее даже никто не подхватывает. То есть про офисные всякие там паблики, аналитики, люди говорят, какой он смелый, какой он потужный. В общем, насколько это просто что-то необыкновенное. Да? Там другие говорят, это все фейк, монтаж, консерва, записано заранее. То есть одни плюсуют очень сильно, другие очень сильно минусуют. Здраво на это никто не смотрит. Значит, из здравого. Так а какой был резон? В чем такая была необходимость? Не показать, например, видео бойцов, ну, каких-то там, не знаю, спецслужб или, в общем, военных, штурмовиков, пехотинцев, да, которые на этой же стелле бы развернули украинский флаг и сказали, вот вам, русские, мы здесь. А нужно было лично самому ехать, потому что многие говорят, слушайте, опять, получается, работает эта история. Вот вы говорите об угрозе жизни Зеленскому. Так он ей особо не дорожит. Да и российская армия как-то сильно по нем не стреляет. Да, видео было быстро записано, там 38 секунд, громыхало что-то на фоне, но тем не менее, как бы галочку поставили, да, очки заработали. Но резон этого в своей этой 38-секундной речи он говорит, что это очень нужно типа для переговоров. Укрепляем позицию на фронте для того, чтобы укрепить ее в дипломатии. Как вы оцениваете такую мотивацию, которую мы официально услышали? Вы знаете, Саша, он боится за свою жизнь не от своих врагов в противоположном, так сказать, направлении фронта. Он боится за свою жизнь от своих ее потерять. От своих. Свои его могут прикончить при таком, так сказать, поведении. И вы правильно, кстати, заметили, я тоже, кстати, это вот заметил, вы сняли у меня с языка просто. Но поехал бы действительно в какое-то подразделение. Значит, обнял бы там этих солдат своих, поблагодарил бы их. Как это делает, кстати, Ким Чен Ын. Он это делает, кстати, не показушно. Вы посмотрите реакцию народа корейского. Это же просто такие действительно эйфория от своего вождя. Я говорю это без единой доли иронии. Вчера, например, вернулся контингент, да, войск, саперов, той пятитысячной массы саперов, которые присутствовали в Курской области при разминировании этого региона, Курского приграничья. Многие вернулись без ног. Это понятно почему, потому что не все мины можно обезвредить. И, как говорится, сапер всегда ошибается только один раз. Действительно, может быть, были какие-то допущенные ошибки, солдаты были ранены, лишились конечностей. Но как встречает их лидер нации? Вы посмотрите. Почему в Украине не было никогда, вот на Майдане понаставили там этих флажков траурных и так далее и тому подобное, фиксируя, сколько погибло украинских солдат. Но почему вы на том же Майдане, ну в целях даже пиар-акции, не можете провести нечто подобное? Значит, чествовать хотя бы тех солдат, инвалидов, которые, кстати, до сих пор не получили еще многие, подавляющее большинство, не получили компенсации за свое здоровье. Почему таким образом не работает украинская пропаганда? Пропаганда, я еще раз говорю, это очень хорошее слово, это не ругательное слово. Если оно во благо государству, это хорошее слово. Но Зеленский выставляет себя. Вы посмотрите, что он творит. То есть где-то там на далеком-далеком таком размытом фоне могут быть украинские солдаты, а он стоит у этой стелы, да, выпячивая себя в этом каком-то куцом идиотском бронежилетике. Наверное, бракованном. Потому что настоящий бронежилет очень тяжелый.
коротышка не потянет его. Вот тот, который купил этот самый министр обороны, да, у Миндича. Вот эти, наверное, бронежилеты он сейчас использует для фото-видеосъемок. Конечно, вы совершенно правы, что возмущению нет предела. Я думаю, что многие граждане Украины, которые видели эту дешевенькую рекламу, да, наверное, тоже задались этим вопросом. А где же твое войско, главком? А, Исходя из того, что происходит сейчас на фронте, давайте попробуем определенные тенденции обрисовать. Конечно, Купянская операция нам показала с военной точки зрения, что, смотрите, есть Дропатый, который как бы срезал клешню. И я, кстати, очень разделяю, это у меня в эфире говорилось вчера о том, что, слушайте, оказывается, можно клещи рубить, можно, оказывается, ну, воевать, да, плюс-минус. Но нам рассказывали всю дорогу, что нет, если клешня, то это... Вот, и мы потеряли, Украина потеряла целый ряд населенных пунктов, да, а, как бы по одним и тем же лекалам. То есть заход с одной стороны, заход с другой, все, и, собственно, потеряли. И, мол, с этим ничего нельзя сделать. То есть есть такое определенное прозрение. Но некоторые аналитики замечают, что Дропатова в этой всей тусовке, ну, как бы люди не заметили, многие. Ну, по крайней мере, его вот себя выпячивал, а Дропатова не выпячивал. Нет, о нем написали, что он там командовал этим направлением, и вот молодой генерал, талантливый, но не более. Фотографию нашли. Как вам думается, почему, в чем дело? Безуглая в очередной раз разгоняет историю о том, что, вот смотрите, Сырский, или, например, к успеху конкретного там полевого генерала, собственно, примазались, пристроились, а самого генерала так вот вспомнили вскользь. И это тоже, кстати, накладывается на ваш риторический вопрос по поводу пропаганды и прошлого, потому что, как ни крути, то героев этой войны, мы уже неоднократно и с вами говорили, ну нет, фактически. Нет каких-то, не знаю, каких-то людей, которые там символизируют какой-то успех. Ну вот вам хоть какой-то успех. И тут, как тут Зеленский. Тоже такая стервятническая немножко модель, безусловно. Однако, как влияет вот эта история на последующие, весь театр боевых действий, последующие шаги, последующие события на фронте? Потому что Северск пал, все уже об этом сказали, кроме Генштаба. В Покровске, который так на выходных тиражировался Сырский, везде его просто, что он и с солдатами спит, в плане там в блиндажах, да, вот это вот. Он прям отец родной, и бережет украинская армия людей, поэтому там отступает, и такое медленное продвижение у россиян. Но, в общем, Покровск никто не сдал, говорит Сырский, Мирноград вообще не в окружении, а тут мы видим, в центре города поднимается флаг, едет Соловьев туда, Рёбке пишет, что Северск сдали, то есть мы видим движение достаточно серьезное на фронте. И заметьте, как замолкли все о Гуляйполе. Как вот эта история с военной точки зрения в Купянске повлияет на остальные очень яркие театры вот этих боевых действий? Ну, за последние 2 недели России освобождено 4 крупных центра. Вы уже их назвали. Гуляйполе на очереди. Димитров на очереди. Сегодня в Димитрове идут ожесточеннейшие бои. И шансов выйти было несколько прорывов. Как вы говорите, пытаются клешни обрубить. Но что-то от этого отрубания нет никаких эффектов, никаких, так сказать, реальных шагов. Да, действительно, есть еще, так сказать, я абсолютно трезво рассуждаю, что Украина обладает на сегодняшний день еще какими-то усилиями по сопротивлению. Да, она обладает. Вот. И, скажем так, теми подразделениями российской армии, а Россия воюет 1% от общего количества населения России. Для сравнения,
в годы Великой Отечественной войны 26% воевало советских людей от общего количества населения Советского Союза. Россия сегодня воюет 1%. То есть эту войну можно вести бесконечно. Ну, конечно, бесконечно она не будет вестись, это понятно. Но у Украины таких шансов и таких возможностей нет. Люди-то заканчиваются. А те, которые остались, фанатично верящие в то, что они освобождают свою землю, она уже не их земля. Это же мы уже 100 раз мололи-перемололи эту тему. Что земля украинская уже давным-давно западная земля, американская, британская и так далее и тому подобное. Она уже продана. У Свириденко спросите, своего премьер-министра, как она продала украинскую землю вместе с недрами украинскими. Так вот, я поражаюсь действительно, в который раз говорю, что Зеленский мало того, что он не выращивает своих командармов, но будучи, так сказать, хотя бы таким, как Путин, хотя, конечно, он таким не будет. Там, посмотрите, как четко идет повышение и в званиях, и в должностях военнослужащих высшего ранга за их выдающиеся успехи перед государством. Это же не просто так повесил звезду на погоны. У украинской армии погон-то даже нет. На пузе вот это висит блямба. По польському робили форму украинскую. Даже своей формы. Своя была, но ее Порошенко уничтожил. Вот. Все на западный манер переиначил. Ну, бог с ним. Так вот, Зеленский не озадачен тем, кто будет... Я абсолютно здесь согласен с Безуглой. Хотя она не мой друг и не сестра. Что Сырский – это не главком. Он понятия не имеет о вообще стратегическом управлении войсками. О стратегическом планировании. Судя по тому, как он с легкостью перебрасывает элитные подразделения из одного опасного участка фронта на другой опасный участок фронта, ни один генерал, ни один маршал такого не делал. Потому что оба направления опасны. Если ты перебрасываешь подразделение, это ежу понятно, это не нужно Академию Генерального штаба заканчивать. Оголяешь один участок фронта, перебрасывая на другой, они будут разбиты и там, и там. То есть это двойной проигрыш. Это делает Сырский. Причем, я думаю, даже он сейчас, я глубоко в этом убежден даже. У меня нет, конечно, данных вот, никаких по этой теме. И не может быть. Потому что все военные планы, все военные перемещения, конечно, это закрытая тема любой страны. Но то, как он действует, да, действительно граничит с тем, что человек не на своем месте. Он случайный там человек в этом верховном главном командовании вооруженных сил Украины. И Безуглая права, что его нужно снимать. С точки зрения, ставя себя, вернее, на ее место, да, как народного депутата, но она, может быть, действительно глубоко переживает за судьбу военных, те, которые погибают сегодня на украинском фронте. И она действительно, может быть, от души желает замены вообще всего украинского руководства. Но ведь главное это не в этом. Вот опять же, возвращаемся все на круги своя. Сколько, как говорят в борделе, не переставляй кровати, а от этого назначение его не изменится. У Украины нет ресурсов для войны. У Украины нет экономической базы. Она живет давным-давно в долг. А если не в долг, то в роли поберушки. Ну какой смысл, так сказать? Это, кстати, касается темы вот действительно мира, долгосрочного мира, о котором сегодня говорят все прогрессивные силы на Украине. Что давным-давно пора уже, как говорится, сесть за стол и сдаться при таком раскладе, чтобы сохранить жизни своих граждан.
Ну сколько можно уже? 4-й год вы пытаетесь изображать войну с Россией. Вы же ее изображаете, вы с ней не воюете. А вот эти все мелкие уколы, да, в виде нападения на танкеры с помощью Sea Baby британских, вы же дождетесь, как я уже и ранее говорил об этом, Украину отрежут от моря. Она будет сухопутной державой. То есть не будет у Украины никаких морских портов, городов и так далее. Вы доиграетесь. Ну, вы видите, это же история такая достаточно длинная, достаточно неочевидная, силы, средств, как бы, это не завтра же отрежут. Поэтому можно еще и как бы, пускай режут. Ну да, да, да. Парадоксальный, конечно, такой момент. Я сначала так переполошился, думаю, ничего себе. В общем, когда объявили, а там в Одессе сейчас ну, тяжелейшая ситуация, воды нет, люди пошли к бюветам набирать себе воду, света нет, все понимают, что это, конечно, кошмар, и людей действительно жалко. Но там такая новость прошла от властей Одессы, что они усиливают наряды полиции, всех поподнимали, кто там на выходных, кто там еще где-то. Короче, все прочесывают, патрулируют город. Нам говорят, чтобы не было мародеров. Ну, потому что света нет, понятно, да, то есть сигнализация не работает. В общем, да, люди могут заходить в магазины, в общем, там что-то выносить и так далее. Вроде как нормальная практика. Но как-то, знаете, для страны, у которой и Одесса та же, и, как вы правильно перечислили, Киев, Сумы, Харьков, короче, все вот эти города, они ведь достаточно в таком режиме работают, напряженном. Но как-то тема мародерства тут не поднималась, а тут поднялась. Или нам что-то пытаются спрятать за это мародерство. Вот смотрите, такие какие-то странные позывы на этой неделе, и все их отмели, и в Молдове отмели, но они же зачем-то делаются, что там что-то Россия готовит в Приднестровье. Ну вот что-то готовит. ГУР выдали. И говорят, да, это вот Буданов типа хлеб там свой, ну, в общем, отрабатывает, да, это он там, эта информация просто так. А тут видим какие-то усиленные патрули. Не получится ли какая-то очень внезапная история, которая будет, ну, как гром среди ясного неба в отношении как раз-таки вот этих южных городов, куда серьезно пришла беда вот в последние дни, сегодня, вчера? Я это называю проще, Саша, народным восстанием. Вот под видом мародерства, да, купируются все, так сказать, выходы людей на улицы без причин. Для того, чтобы люди не группировались, не протестовали, вот, а может быть даже и не громили какие-то государственные учреждения. Потому что власть и местная, и центральная уже просто как кость в горле. Никто не собирается ничего делать. Кстати, Свириденко, премьер-министр Украины, опять же, не защищаю ее, но она сейчас выдала распоряжение о том, чтобы местные органы власти, те, которые находятся в каком-то хотя бы приграничии, я подчеркну, даже с Белоруссией, принимали решения для жизнеобеспечения своих регионов самостоятельно, контактируя с приграничными государствами. Это есть такое распоряжение премьер-министра Украины. То есть на западе Украины понятно с кем, юг тоже понятно, и самое интересное это север Украины тоже. Как они там будут. Хотя, кстати, Александр Григорьевич Лукашенко, президент Белоруссии, он всегда говорил, и говорит до сих пор, я помогу украинцам всем, чем смогу. Но если только, опять же, какой-нибудь там Буданов или Малюк не заподозрят какого-то местного руководителя, да, в государственной измене за такое самоволие и распоряжение премьер-министра, и не отдадут этих людей под суд. Такое тоже может быть. Но что касается, опять же, вы намекнули тогда о том, что могут быть случаи мародерства, но это всегда было и есть в оккупированных или там, скажем, городах или города, которые находятся под блокадой
А вы что думаете, в блокадном Ленинграде не было мародерства? Да сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Об этом уже историки выдающиеся говорят. Такие, как Евгений Спицын, Юрий Жуков. Они сейчас довольно откровенно пишут о том, как героически отстаивали город на Неве, и что были разные случаи. Вот. И были случаи каннибализма, это тоже было. Блокада есть блокада, это вещь страшная. Вот. Поэтому я думаю, что до блокады Одессы пока еще не дошло. Вот. И не дай бог, конечно. Но, тем не менее, украинские власти боятся не внешнего, так сказать, врага, как и Зеленский сам. Они боятся, что люди, наконец-то, взорвутся. Их терпение закончится. Вот в чем вопрос. Ну, по поводу людей, вы знаете, такое достаточно страшное, наверное, заявление. Командующий сухопутными войсками, есть такой Шаповалов, он делает заявление. Ну, вчера у них праздник был, поэтому вчера и Купянск, собственно, был, подсветили. Вот тоже парадокс, понимаете? Все говорят, что вот Россия, она там воюет под даты, ну, даты, да, какие-то, что-то где-то. А так мы видим, да, вот сухопутные войска, Зеленский приезжает на граждан. Короче, то есть сами громко кричат о том, что кто-то под какие-то даты, ну а Зеленский это все дело выполняет, и это другое, понимаете? То есть конкретно даты под День сухопутных войск, вот это мы все видели, этот перформанс, и он делает заявление Укринформу, что нападения на сотрудников ТЦК наносят не меньший ущерб обороноспособности страны, чем удары по военным на передовой. Представляете? Подчеркивает, что атаки на военнослужащих, выполняющих задачи по учету и комплектованию, это преступление, нападение на военнослужащего, точка, неважно где он служит, в штурмовой бригаде, в артиллерии или в ТЦК, каждый на своем месте выполняет свои важные задачи, особенно если учитывать тот факт, что в основном ТЦК и СП служат те, которые имеют ранения и не могут продолжать прохождение службы в боевых подразделениях. Признает наличие отдельных случаев превышения полномочий со стороны военкомов, но подчеркивает, что система реформируется и все проблемы должны решать законным путем. То есть, понимаете, какая вот солдатская кондовая такая логика? То есть, когда тебя, ну вот я не знаю, уже несколько сообщений, люди просто делятся, говорят, берегите детей своих, особенно если там какой-нибудь 16-летний росленький мальчик, ну, большой, вырос, или там 18-летний, только школу закончил, или заканчивает, или где-то что-то. Берегите, налетают без разбора, запшикивают газом, лупят, потом разбираются, что это какой-то школьник условный, да, или какой-нибудь там студентик, ну и потом это все в регионах сейчас начинается, Ивано-Франковск, Львов, то есть Луцк отличился. То есть и все как-то так вот смотрят на это. То есть, когда вот это все происходит, это типа нормально, а реформы должны быть по закону. А вот это почему не по закону? Как вы оцениваете ситуацию с мобилизационными перспективами? Юрий Анатольевич, ведь это сейчас, наверное, краеугольный камень. И я, кстати, очень и очень... Это тоже не, ну, как то, что не популярное, не трендовые мысли. Вот когда все увидели Зеленского на фоне Стеллы в Купянске, да, который вот там примчался туда, давай фотографируй, некоторые поняли, ага, к миру дело не идет, будут всех загонять в однострой, всех загонять в армию. Как считаете? Ну да. Ну, вот вы, кстати, подняли самую больную тему, да, украинскую. Это что будет с теми лицами, которые до 22 лет достигли своего возраста. Вот это сейчас... Вот смотрите, на Западе, да, ранее эта тема очень здорово муссировалась, даже обвинялось украинское руководство в том, что слишком старые солдаты какие-то попадаются в плен. А это является показателем того, что пожилых людей отлавливают вооруженные силы Украины. А сейчас вообще эта тема ушла с западных СМИ. И Зеленскому, кстати, стали уже меньше напоминать о том, что он выпустил из Украины порядка 800 тысяч молодых людей, украинских граждан. Замолчали, заткнулись пока. Но ненадолго, я думаю. Почему? Потому что
чем хуже положение на фронте, а оно будет еще ухудшаться, тем, так сказать, больше будет дефицит личного состава в вооруженных силах Украины. И я вот тут, где я нахожусь, побеседовал с некоторыми молодыми людьми из Украины, очень молодыми, 19-20 лет, которые воспользовались этой возможностью и уехали. И они убежденные украинцы, опять же, подчеркну, и я их не собирался там перевербовать под свои убеждения. Но они мне говорят, вот нас с детского возраста и в семье, и в школе, кстати, вот такие продвинутые хлопцы, причем они, да, действительно, с Западной Украины, как ни странно, где меньше всего идут боевые действия и обстрелы. Нас, говорит, с детства, вот мы из Тернополя, да, в детском саду, скажем, в антироссийском духе воспитывались они. Кстати, они были в детском садике, в том, который посещала небезызвестная покойная Фарион. Помните, да? Я как говорила, яка ты Маша, Маричка, там, понимаю, не Миша, а Мышко. Вот они как раз сидели, эти парни, в этой группе. Ну, вот. Ну, так вот, они говорят, ну, как же так? Нас воспитывали в этом духе любви к Украине, ненависти ко всему русскому. Мы, многие из них, друзья, там, даже если не они, то их друзья, поступили в украинские вузы. Нас там также накачивали всему антироссийскому. И говорили, что Украину нужно защищать, что ее нужно оберегать от внешнего, так сказать, воздействия. Почему-то от американского внешнего воздействия эти ребята вообще ничего не знают. Ну, это ладно, бог с ним. И не только от американского. А вот, и на чьи шиши вообще существует сегодня Украина. Но они задают мне вопрос, причем довольно-таки резонный. А зачем же нас внутри государства, как вы правильно сказали, их друзья тоже попадали под эти жернова, нас ловят и нас избивают? За что, говорит, нас избивают? Эти ТЦКшники, ОПГ вот это, созданное Зеленским. И я не знал, что ответить. Ну, конечно, если бы я там развил эту тему, да, я думаю, что я вряд ли бы их переубедил, потому что, ну, опять же говорю, большие мальчики уже, они должны сами соображать. Но я думаю, что раз они задают мне такие вопросы, почему их избивают, убежденнейших проукраинских ребят убивает и избивает их само государство, Украина. Я думаю, что они дойдут со временем. Конечно, как говорят, не доходит через голову, дойдет через другое место. Но дойдет через другое место и им, как бы не было только поздно. Но на мой вопрос, хорошо, но война-то ведь не вечна, ведь она закончится когда-нибудь. Будете ли вы возвращаться в Украину? Категорическое нет. Ну, просто категорическое. Да мы, говорит, сейчас уже знаем приблизительно, что нам здесь делать. Мы пытаемся изучать язык, хотя изучали там лишь английский в Украине. Но мы сейчас будем изучать и местные языки. Мы будем ассимилироваться. Причем, я еще раз говорю, они хоть и такие с точки зрения идеологической подготовки уже пробитые, да, хлопцы. Вот. Бандера наш герой, в этом смысле даже и спорить не стоит. Но с точки зрения того, как обустроиться в новой жизни, уверяю вас, они такие шустрые. И они говорят, зачем нам эта Украина? Возвращаться на развалины? Вот так они говорят. Причем они употребили слово «развалины» в контексте не того, что там Украина сейчас бомбит всю инфраструктуру энергетическую, и это нужно будет отстраивать. А они намекнули мне, что развалины, которые осуществило украинское руководство. Сами государственные органы уничтожали свою страну. Ведь это факт.
Юрий Анатольевич, м, тогда какой может быть договоренность? Вот все-таки все же ждут мира. Трамп, и я ему почему-то верю. Не знаю, как вы, поделитесь своим впечатлением. Я думаю, что он, конечно, может, где-то приукрасил процентаж, но мне тоже кажется, что 82% украинцев хотят завершения войны. И там уже с условиями, там уже можно, ну, как бы, и где-то подвинуться или не подвинуться, да. Сколько бы ни орали и ни кричали об этом Донбассе или о каких-то еще моментах там. Ну, вот опять-таки, 800-тысячная армия, вот при условии, что война закончилась. Кому? Зачем? То есть все опять видят в этом сигнал и маркер того, что будет у нас милитаризованное общество, то есть демилитаризации Украины не будет, и мы будем долго выходить еще с этой войны, а может быть даже и никогда. Ну, потому что вот эти ребята, которых вы видели и с которыми общались за границей, 18-летние, там же, понимаете, какая история? Они могут быть идеологически насквозь пробиты. Вот, например, Карась, да? Он же, это же нечто. Говорит, значит, Да-да, украинцы, продукт украинцы, украинства. говорит, вы давайте или воюйте, или размножайтесь. А я сижу такой, ё-моё, слушайте. То есть вот это вот, ну как, это такой Прогрессив какой, а? ну так это, понимаете, какая история? Такое ощущение, что там, я не люблю на самом деле, когда сравнивают там с баранами в загоне или с овцами, там некоторые со свиньями, да, в загороде, которые там сидят. У них задача такая — размножаться, ну и выполнять какую-то там функцию, да, вот какой-то там, не знаю, там обороны или чего-то еще. В общем, задача уже как к животным обращается рыба, карась к украинцам, понимаете? Но по большому-то счету, они же не принимают, они могут идеологически принимать, они могут говорить, что там песню про Бандеру петь, но они не видят, как это, себя в этом формате размножаться или воевать. Нет, конечно, размножаться лучше, чем воевать. Процесс приятнее. Но, простите, пожалуйста. Как вы, говорит, относитесь к детям? Ну, так, не очень, но сам процесс... Ну, то есть, понимаете, ну там есть у людей просто планы какие-то на жизнь, которые просто перечеркнули и выбросили в топку вот этой войны власть Зеленского. Как можно договориться, имея, ну, существенный гандикап людей, которые действительно живут в нечеловеческих условиях, пытаются как бы успеть зарядить там свои аккумуляторы, пауэрбанки где-то куда-то там, где-то что-то. Некоторые люди, это, кстати, э, парадоксальная история, и с вами поделюсь. В те времена, когда мы, помните, были на украинском телевидении, с вами были в эфирах, в студиях вот этих всех, украинские пенсионеры ходили в ЖЭКи и поликлиники. Но не потому, что их что-то беспокоило или нужно что-то там было решить, а потому, что там тепло, а у Да, них да, да, холодно. И да. вот мы сейчас наблюдаем просто апогей этой истории. Конечно, тяжелейшая ситуация, но люди хотят мира. Каким он может быть? Как вы думаете? Большой вопрос очень задали. Ну, постараюсь ответить. Вначале вы упомянули вот об этой какой-то неуемной рождаемости, которую пропагандируют некоторые ультранацисты, неонацисты. А я вспомнил как раз блестящий фильм «Мертвый сезон» с Донатасом Банионисом. Когда суть такая короткая фильма, немцы придумали в годы войны, разрабатывали газ RH, капля которого, десятитысячная доля введения в человеческий организм превращала человека, любого человека, в животное. И вот там есть такой, беспрекословно, кстати, выполняющий любые приказы. И вот в этом фильме есть этот герой, да, доктор Хасс, который очень легко оправдывает подобные разработки фашистской Германии. Он говорит, ну представьте себе, люди живут как в улье. Человек пекарь,
человек-токарь, человек-пастух. Но ему никогда, говорит, не придет в голову стать профессором. Он получает свой ежедневно бобовый суп, а если он хорошо работает, вечером женщину. И он доволен это. Ну, говорит, не возникает же у вола комплекс неполноценности от того, что он вол. То же самое и с людьми. Украина сделала с людьми. То же самое. Вкрапливая в мозги вот эту националистическую, нацистскую заразу, да, о превосходстве украинской нации, украинского языка, ну и так далее. Они превратили, действительно, как этот карась, людей в животных, которые думают только лишь о размножении, но никоим образом не о том, как усовершенствовать свой мир, внутренний мир, мир своего государства, многонационального государства. Ну и теперь, что касается самого мира. Вы знаете, наверное, нельзя восстановить дом, в котором сгнил весь фундамент. Все полы прогнили, все сгнило, а крыша как бы есть. Дом нужно сносить. Это мое глубокое убеждение. И сносить его должны те, кто живет в этом доме. А если они не могут, то, очевидно, пусть позовут извне кого-нибудь, чтобы помогли снести этот гнилой дом и построить новый дом на иных принципах, на иных материалах, с тем, чтобы он стоял хотя бы еще 100 и 200 лет. На сегодняшний день, с 1991 года, Украина не состоялась как самостоятельное, независимое, суверенное государство. Это печальная констатация, но это факт. От него нельзя отвернуться. И, конечно, еще раз говорю, мир на Украине при всех, так сказать, внешних факторах, при всех бедах сделать должны сами украинцы на Украине, а не кто-либо иной. Но если они этого не сделают, то придет тот иной, и он это сделает. Это мы уже видим. В тех городах юго-востока Украины, где уже, так сказать, это уже не Украина. А Вот почему, многие тоже... а почему британцы не строят нам мир? Почему вот американцы? Вот мы же, ну вот смотрите, Александр, это все же же... хотят жить как в Америке, да? Все же хотят вот это вот американская Я вам мечта скажу, уже Саша, ну рухнула. вы вот, я понимаю, что вы знаете ответ на этот вопрос, вы его знаете, но вы мне его задаете, как вот, знаете, такой ребенок, школьник. А я вам отвечу очень просто, потому что это многовековая мировая история. Никогда англосаксы не желали славянам мира, никогда. Вот возьмите любой исторический факт, любой исторический период в любом веке. Англосаксы всегда вели подрывную, нападническую деятельность на славянский мир. Причем славянский мир я беру в огромном количестве. Это и культура, и религия, и так далее, и так далее. Об этом можно говорить бесконечно. Но англосаксы нам не друзья. Вот мой краткий ответ. И никогда ими не будут. Мало того, с ними можно справиться лишь только грубой силой. Никакой малой силой, с тихой силой это не поможет. Вот когда они чувствуют, что на них воздействует грубой силой, они начинают задумываться, а как бы самосохраниться, как это сделали, кстати, сегодня Соединенные Штаты. Они же откровенно говорят, я имею в виду не рядовых граждан, там все понятно с рядовыми американцами, а в высших эшелонах власти, в Госдепартаменте, в Сенате, в Конгрессе, они не хотят воевать с Россией. Они не хотят. Да, они желают ей поражения, стратегического поражения, но непосредственно face-to-face они не хотят с Россией воевать. Подождите, так идет же все к войне с Европой и Россией, или вы А другого вот мнения? это да, это как раз они играют в те игры, причем, опять же, каштанчики эти из костра, они вынимают не своими руками, а украинскими.
Вот к чему все это ведет, понимаете? Поэтому, еще раз повторяю, мир на Украине должен наступить тогда, когда украинцы этого захотят. И когда наступит тот момент, когда наконец-то им дадут право избирать, включите голову, а не избирайте на концертах клоунов. Приходите домой, садитесь, раскладывайте пасьянс из портретов кандидатов и начинайте анализировать, что сделал этот, на что способен тот, на что пойдет третье лицо и так далее. И начинайте анализировать эти поступки тех политиков, которые будут избираться на Украине. Ну, выборы, конечно, будут, но не сейчас и не завтра. Зеленского выберут во второй раз? Нет, Вы прям уверены в этом? 100%. Но подлог с его стороны гарантирован. Меня интересует другой вопрос. Вот даже если его выберут, хотя сейчас об этом даже и речи не идет, кто признает его законно избранным президентом? Вот это меня больше интересует. Причем как со стороны Запада, ну, с российской стороны понятно, что 100% эти выборы признают недействительными. Но кто признает его на Западе? Вот это большой вопрос. И очень интересный. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели наш сегодняшний выпуск. Подпишитесь на Юрия Духина в Телеграм. Ссылка, как всегда, в описании. Юрий Анатольевич, спасибо за время и мысли. И вам спасибо, Александр. Всегда интересно с вами беседовать. Благодарю. Друзья, напишите в комментариях, что вам конкретно было интересно, а где добавить. Юрий Анатольевич читает комментарии, мы читаем комментарии вместе. В общем, давайте общаться. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. Пока.